Лялю и ее брата просто оставили на конечной автобусной остановке. Щенки были испуганы и растеряны, они бежали за всеми прохожими, просились на руки. За собаками они тоже бегали, но те были против новичков, ведь давно поделили территорию между собой, а здесь новые голодные рты. А людям тем более не нужны были щенки. Одни просто проходили мимо, а другие могли грубо оттолкнуть крох. Один мужик заорал на всю остановку: «Иди отсюда, ты неполноценный, фу». Скорее всего, щенки просто бы погибли, но им повезло, мимо проезжала волонтер, которая решила хотя бы накормить малышей. Как только она позвала их, щенки сразу же помчались к ней и жадно стали глотать еду. В это время женщина их рассматривала и думала, что с ними делать, как помочь. Когда один из малышей поднял голову, то стало понятно, что ему необходима помощь ветеринара. У щеночка оказались серьезные проблемы с правым глазом. Тогда волонтер все решила окончательно и забрала питомцев к себе домой. Мордочки малышей были покрыты шрамами, которые сначала показались кожным заболеванием. Однако после осмотра у ветеринара стало ясно, что проблем с кожей нет. Вероятно, шрамы были оставлены другими собаками. Неизвестно, где щенки жили до того, как оказались на остановке. Что с ними происходило потом, тоже неизвестно. Рассказать они нам этого не могут. Щеночек с проблемным глазом оказался девочкой, назвали ее Лялей. Врач прописал противовоспалительное лечение, после чего только смог понять, насколько глаз поврежден. Оказалось, что у малышки глаз был полностью атрофирован, и она не сможет им видеть никогда. Удалять глаз не нужно, поскольку воспалительные процессы были остановлены, он не болит и остатки глазного яблока не мешают Ляле. В нашем городе у этой малышки нет шансов. Очень тяжело пристраивать животных-инвалидов, тем более в нашем городе. Зато Ляля очень активная девчонка, любит играть. Постепенно она превращается в красивую статную собаку. Скорее всего, собачка будет меньше среднего размера. Надеемся, что получится найти хорошую семью для этой красавицы.